Таллин я приехал вместе с Мустангом. Это была рабочая поездка, и о ней я рассказал в прошлом эпизоде. А сегодня по городу погуляю самостоятельно. Мустанг пусть отдохнет. На этом красавце я не катался уже почти год, и подшипники успели здорово подсохнуть, поэтому их пришлось смазать и заново настроить. Это очень важно сделать, особенно если собрался ехать в Эстонию. Эстония полвека входила в состав СССР, но этот период здесь рассматривают как оккупацию. Люди здесь сдержанные и вежливые, многие отлично говорят на русском. У нас бытует клише о медлительности граждан Эстонии, но никаких подтверждений этому я не увидел. У меня еще есть примерно 1,5 часа до того момента, как стемнеет. Хочется увидеть немного побольше, и у меня есть идея. Именно на этой площади эстонцы добыли свою свободу, в буквальном смысле слова, с помощью песни. Ну а сейчас на этом месте проводят разнообразные музыкальные фестивали. «30 лет назад здесь была поющая революция, а потом на этом же месте проходили концерты Майкла Джексона и Леди Гаги. Отсюда начинается длинная велосипедная дорожка вдоль Финского залива. Я думаю, что наши люди чувствуют себя здесь очень комфортно, потому что в Эстонии, как и в Украине, пешеходы постоянно залазят на велосипедные дорожки. Должен признаться, что часть пути – это обычный тротуар. Он предназначен и для велосипедистов, и пешеходов одновременно. Классика, коляска на велосипедной дорожке. Просто кайф. Я направлялся к площади Примирения. Здесь установлен обелиск, похожий на памятник советским воинам. На самом деле это память о моряках Балтийского флота. Часть площади в аварийном состоянии, поэтому везде развешаны запрещающие таблички. Говорят, что в Таллине интересно посмотреть только на старый город. Но дело в том, что старый город занимает огромную, очень значительную часть Таллина, и здесь действительно есть на что посмотреть. Вот, к примеру, сейчас мы пойдем на обзорную площадку, с которой открывается крутейший вид, почти на 180 градусов, и будет видно даже немножко море. Холодное, правда. Я как подумаю, то зябко становится. Старый город Таллина делится на Нижний и Верхний город, или Вышгород. В какой именно части я нахожусь, догадайтесь самостоятельно. С 1997 года старый город Таллина включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вчера я уже немного походил по старому городу и примерно знаю, где что находится. Давайте сейчас подойдем поближе к основным достопримечательностям и что-то попробуем про них узнать. Между прочим, в Эстонии это очень удобно, потому что почти на каждом углу есть Wi-Fi, вы можете просто подключиться, забить в Википедию, что вы там хотите, и узнать, возле чего вы находитесь. Возле церкви. Признаться, я ни разу не залез в Википедию. Хотя поездка и была в апреле, но в некоторых местах все еще лежал снег. Руки мерзнут, губы не хотят шевелиться, приходилось быстро и много ходить, чтобы не замерзнуть. Вчера Мустанг сказал, что здесь есть какая-то улица, которую специально построили для того, чтобы пьяные рыцари могли держаться за стену и найти дорогу домой. Я даже не знаю, существует такая улица или нет. Пусть это будет она. Здесь полно улиц, по которым даже трезвым сложно пройти.
Как и положено, по улицам ходят экскурсионные группы. Иногда я наставлял ухо, чтобы подслушать что-нибудь интересное. Оказывается, на центральной площади происходили изощренные казни. Об этом напоминает дырка для столба и мужики в красных балахонах. Сейчас мы попытаемся сфотографироваться рядом с Бакланом. Метров 300 от старого Таллина находится творческий городок Телискиви. Здесь старые заброшенные промышленные помещения превратились в арт-объекты и заполнились концептуальными кафешками, разными творческими магазинами. Здесь ходит полно молодежи, интересно, странно одеты. Они здесь сидят, пьют чай, кофе, легкий алкоголь, смеются, веселятся, играют в пинг-понг. Очень интересное место, на 100% рекомендую, особенно если вы уже посмотрели старый Таллин и не знаете, куда идти дальше. В Телискиве проходит в среднем 2 мероприятия в день. Здесь есть блошиный рынок, театры, танцевальные компании. Но это все я не нашел. Я смотрел на граффити и муралы. В целом Таллин оставил впечатление моста между славянской и европейской культурой. Здесь зарабатывают в евро, но треть вывесок и радиостанций на русском языке. Надо прибраться. Üks teng sul, teine pakikal, tasakaal on napikas, külavahe praktika. Pakipiim, leib, sai ema papiga, ülejäänud taskusse, see on minu taktika. Sätin traksi, pükse, nina taitine, kommipaki, klapime pak-. Все, с гостиницы выписался, жду теперь, когда меня заберет такси в аэропорт. Бомба. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Прекрасный парень Джесс отвез меня в аэропорт, помог даже зарегистрироваться. И вот через пару метров мне уже нужно будет идти. Yes, thank you so much. Thank you. That was my great honor to work with you. And I hope we will see you again. I also hope. Bye bye. Первая в мире шайба была сделана из коровьего дерьма.